что вы на правильном пути, ведь вы здесь не случайно. Вторая часть августа для весов может быть немножко ощущение, вот вроде все понимал, как что действовать, куда идти. Собачка. Вроде все понимал, что как действовать, а потом вдруг и хоп, и раз понял. Это с чем связано? С тем, что весы энергетически перейдут на новый уровень восприятия. И некоторые из весов это могут даже не понять, вот, не заметить, так сказать. И знаете, как для вас это будет приятным сюрпризом, потому что эта интеграция, она займет, когда что-то у вас меняется, энергетически происходит интеграция на материальный план. А у вас она займет 5-6 дней, это где-то в целом неделю, ощущение, что даже какая-то может быть беспомощность, я не знаю, что делать, если раньше все держал там в своих весах, в руках, да, а тут вроде непонятно, уже все потеряло смысл. Это одна из волн прихода нового осознания, да, и там, знаете, не суетитесь, идет такое послание, суета вам не поможет, а просто расслабьтесь, примите это как должное, изменения грядут, вот, они во благо, как должное, знаете, в каком смысле принять как должное, что это эволюционный, корректный для вас этап, понимаете? Просто эго-структура может начать бить в колокола. А, боже, как же, я не знаю, да. Ну вот я называю ее там в своей книге «Просто быть собой, путь мастерства нового времени», называю ум и эго обезьянкой, да, которые все время то кокосы нужны, то бананы, то она по веткам скочит. Да человек за этой обезьянкой все время думает, что это она там руководит им. Вот, на самом деле нет, ваша энергия могущественная, она вообще, когда начинает проявляться, у вас берега меняются, вы начинаете чувствовать новые ценности, новые ощущать парадигмы жизни и понимать, что чудеса, они есть, существуют, вот, но нужно их уметь заметить. И вот этот переход, который у вас весы будет где-то в районе лунного затмения во второй части августа, 28 числа, там где-то идет такое с 21 где-то вот так вот августа по где-то там 28, 29, у кого-то до 30 дотянет, да, может вот это вот состояние. Напоминаю, коридор затмения это время для всех знаков, которым подсвечивается лакмусовая бумажечка. Что пришло отпустить? Пришло время отпустить, да, все нам проявляется, какая-то эмоция, еще что-то. И для того, чтобы ее, как бы сказать, спасибо большое, дальше иду без вас. Дорогая эмоция, у меня тут, знаете, есть более приоритетные задачи, чувствовать себя хорошо, быть счастливым, наслаждаться жизнью, да, и создавать для себя самое лучшее. Вот. Сейчас посмотрю по Таро, отшельник. Так, о чем он? Семерка пентаклей. И это время в тишине, да, которое у вас может возникнуть в конце августа, она как раз нужна вам. И в этот момент может быть чувство, знаете, что вдруг перестали, там, люди не звонят, друзья не звонят, родственники не звонят. И это не потому, что, ой, про вас забыли, нет, это не поэтому. Все люди на планете считывают энергетические состояния на более глубинных уровнях, на уровнях подсознания. Не всегда они это даже сами могут понять. Вот, но это есть, и иногда, когда человек вдруг перестает звонить вам, который каждый день там звонил, каждую неделю, он на уровне энергии чувствует, что вас сейчас нужно не беспокоить. Это проявление уважения к вашему пространству, к вашему пути, к вашему процессу. Да, шестерка чаш — это дар. Это действительно такое вот, и семерка пентаклей, это как бы вот вы в этой тишине взращиваете мастерство, когда вас лишний раз информация никакая не отвлекает, когда вам там не позвонили, ой, там Люська, там это Валера опять, да, то есть там нажаловались, еще что-то, вот это время необходимо вам для того, чтобы вы провели его именно с собой, не включались там в чужие какие-то вопросы, там проблемы и прочие истории. Вот, четверка пентаклей. Это о чем? Ну, идет вообще стабилизация состояния, сознания. Не сознания, а состояния. Да, если вы весы, которых там вот так вот, американские горки, я это называю, то хорошее настроение, потом плохо, хорошее настроение, плохо, да, то есть вот этот энергетический период, который у вас будет, внутренний, он не обусловлен в данном случае внешним, он внутренний, он необходим для того, чтобы вы обрели вот эту эмоциональную внутреннюю устойчивость. И для кого-то даже, знаете, обретение вот этой силы внутренней, когда вы наконец-то хотя бы как-то начнете, вот хоть маленьким всплеском, всплеск сознания, начнете понимать, что это не жизнь страшная штука, она с вами происходит, а вы можете выбирать и свои желания, и выбирать свои реакции, и уходить от того, что вам больше не нравится. Да, карта императрицы — это про изобильное, наполненное
благосостоятельное будущее, настоящее будущее в данном случае для вас. Вы формируете в конце августа свое будущее, весы. Отнеситесь к этому, знаете, с мудростью, отшельник, с мудростью. И он идет с фонарем, да, что у вас сейчас это состояние, оно верховная жрица, ну, третий высший аркан в раскладе. Духовное, это все с духовным ростом связано, духовный рост у вас весы. И вот здесь вот кто-то, я слышу вопросы, что дальше? Вот понимаете, чем более духовно развит человек, тем меньше он контролирует, а что дальше. Понимаете? Он начинает понимать, что самая ценность его находится здесь, в моменте, сейчас, и он именно из этого момента сейчас формирует прекрасное будущее. И то, как он к себе относится в моменте сейчас, то, как он к другим относится в моменте сейчас, создает что-то, что придет. И в этом отношении, в этой духовной проявленности, в этом становлении есть вот эта вот та самая щепотка мудрости, в которой человек духовно развитый начинает ожидать будущее не как что-то страшное, что там сейчас прилетит, и это нужно контролировать, а как чудо прекрасное, что что-то хорошее, какие-то новости. Там даже нет ощущения, что хорошее, ты просто понимаешь, что все божественный промысел и все прекрасно. И это дает успокоение вообще просто на всех уровнях. Да, 9 жезлов. И по 9 жезлов вот человеку вот контроль будущего, что там сейчас будет, оно выматывает просто и забирает ресурс. Ну не то, что забирает, что оно делает? Уменьшает человека. Человек становится, вот у него вот такой потенциал, вот такой ресурс, он становится вот такой маленький, хрупкий и думает, что ну все, вот тут вот со мной. Да, и вас вот сейчас прям переворачивает, показывает, да, что вот прям вот так вас переворачивает энергия и говорит: давай, ты мощный, ты классный, и у тебя все может быть хорошо, но тебе вот нужно вот над этим вопросиком, да, Паш Пентаклей, над этим вопросиком и выбрать свой путь. Видите, она стоит, но она на путь свой не смотрит. Смотрит не на дорогу на свою, выбрать свой путь. И вот 28 число августа будет как раз такой день, когда это можно повторить, идет слово. Что повторить? Вы не можете повторить старые опыты. Они уже больше так не работают. 6 жезлов, победа. То есть те, кто боятся действовать дальше из страха, думая, что сейчас повторится мой опыт, который был в прошлом, не повторится. Не повторится, ну не может, это уже по энергиям так не происходит. Что-то еще? Да, что-то еще. Что еще? 4 пентаклей. Так, кто-то, кто меня слушает, такого кашель, кто болеет, это вы себя замучили. Это вы себя замучили, потому что вы привыкли, эти весы привыкли, что на вас, если вы болеете, то на вас обращают внимание. Это способ манипуляции, и вам сейчас показывают картинку, прям встань, иди, перестань, и не нужно уповать на других, у тебя все есть, тебе нужно действовать самому, и почему сейчас тебе другие не дают то, что ты хочешь, потому что вот эта эра, вот эта твоя эпоха, в которой ты мог: ой, я болею, дайте мне теперь, да, то есть вот из этого состояния она закончилась, и сейчас люди перестанут приходить тебе помогать, потому что от тебя пространство сейчас ждет собственных шагов. Все, да, что-то еще. Да, нет, что? Да, для остальных весов это чудесный, уникальный период, да, прям кайфаните от него. Я желаю вам этого хорошего проживания. Сейчас вытащу цифровое, как обещала в начале видео. Вот. 20 августа стартует школа мастеров нового времени, да, третий поток. Это мой уникальный курс для пробуждающихся, для пробужденных, для тех, кто ищет пробуждение, для тех, кто хочет научиться взаимодействовать с энергиями нового времени и жить, так сказать, в контакте с собой. Детали напишу здесь под этим видео. Вот цифровое послание для вас. Весы 4-8, проницательность. Прорыв, новые возможности, быстрый прогресс, эволюция этапов. Эволюция, вот. Вы не пассивная жертва, а активный созидатель. Созидатель — это тот, кто создает свою жизнь. Принятие изменений создаст прочную основу для вашего будущего. Все движется в направлении ваших желаемых целей, и вы достигаете тех целей, которые действительно важны. В конечном итоге все встанет на свои места. Ну вот так вот. Чудесное послание. Вы можете поддержать мой канал, мою работу, мой труд своими лайками, комментариями. Можете поделиться этим видео, подписаться на мой канал. Вот, с вами была Анна, канал Good Дело Добро, добро будет, и до встречи в моих следующих обзорах для вашего знака зодиака. Прекрасного окончания лета. Благодарю вас и пока-пока.